На радио Новости, ведущая новостная программа Екатерска по селе 10 Россия. Только на Екатерской радиотелевизии. В сегодняшнем специальном выпуске новостей. Празднование 340-летия со дня Витязства Маленков-ЦФ в Екатеринской гражданской войне, с парадом и праздничными торжествами. Празднования, последний с которых возглавлял президентом Лукас Хохбургер, посвящены предпоследней десятроссии перед началом 2400-х годов. Федеральные выборы 2390 года, конкуренция обостряется, при то же либеральная и консервативная коалиция прилагают все усилия, чтобы завоевать голоса людей. Федеральный вице-президент Карл Александр Ренсбюрген и федеральная вице-канцлерка Элеонора Эрманова борются за первое место в первом туре президентских выборов. А будование в стахов с другими странами, федеральная влада обещает дипломатичку о консультативную подпору Фитагину в выставбе навео столицы страны. Подпора выставбы навео фитагинской столицы Штраумонт направлена на злепшение дипломатички в стахов Меджи Федерасио о Фитагином, открытие прямых прилежитостей для обчета о туризма. Также в программе «Злепшавание очраны потребителей и подпоре потребительских продуктов». Закон новый речный направлен на отвореный приступ к выробе опанукам бизнеса для всеткач. В законе также выражается подпору дальше очрани работников, особенно работников гостиничного бизнеса, автоматизачных техников. Эй, а добро пожаловать в новости! Екатерска сегодня отмечает свое 340-летие как День Екатерски, отмечая победу революционеров 11 июля 2050 года о завершении гражданской войны. Как обычно бывает при каждом праздновании Дня Екатерские парады проводятся по всей Федерации, от парадов в Малыч-Местач до парада в честь Дня Екатерии, проводимого здесь в Ксандер-Хальме. День Екатерии в этом году станет последний под владу президента Лукаса Хохбургера. О будущем ославам будут проходить под председать возможного витазы президентской выборов 2390 года. Ранее сегодня в рамке торжеств президент Лукас Хохбургер выступил с выручной приявку к Дню Екатериев, подчеркнув единство о силу Федерации, а замыслел о развитии страны в розныч областях за последние десятроссия. Террас Люде Павловой в Ксандерхолме дальнейшими подробностями. Расскажи еще, Люда. Спасибо, Джулия. Парад в честь Дня Екатерины прошел сегодня утром на Филипповском проспекте в Ксандер-Хальма, а горожане выстроились в очередь поперек улицы, приветствуя проходивший мимо парад. В параде приняли участие федерал Варусилы, федеральные владні службы, а гражданские лица из примыселных отраслей. Теперь немного истории. День Екатерский был днем победы Маленковских сил веденыч с первым лидером Петром Маленковым в гражданской войне, которая трвала Меджи с 2048 по 2050 год. Кремлинавская династия была свергнута, а восторжествовала справедливость против них за их многоч злочины. Витайство Маленковской фракции знаменало момент рождения нашей модерней Екатерины, то есть поводне как анократии, до реформами президента Филиппа Александра Ренсбюргера в направлении полной демократии в 2340-х и 2350-х годах. Екатерска скуточне за последние 340 лет продвинулась довольно далеко, от отсталого опримарни аграрного государства с привилегированным меньшинством, правящим преимущественно бедным населением, до наших дней, как хипердержава во весь мире с успешными людьми. С этой целью президент Лукас Хохбургер высоко оценил развитие страны за последние десятроссия, а именно под его администрацией, которая стала свидетелем возвращения сильного социального обеспечения и отстранения бедности. Это последнее обращение президента Хохбургера к Екатерски в качестве президента, с будущими приявами, вероятно,
выступит Витас президентских выборов в конце этого года. А скуточне, поскольку страна приближается к последнего десятилетия 24 века, многие возлагают большие надежды на будущности, особенно в свете сильного экономичного роста за последние десятилетия. Будет мусиеть видеть, что произойдет в наследующем следующего десятилетия, в преддверии 350-летия, которое са в 2400 году. Спасибо, Люда.